Друзья, всем приветики! Наш сегодняшний видеоролик будет посвящен обзору лайнера, кто входит в тур на корабле МСК Сплендида. Как вы поняли, он находится за моей спиной. Мы вам покажем и расскажем, сколько это стоит и что вы получите за эти деньги. Да, ребята, а как добраться с аэропорта Рима до порта Чивитавеккьи? В аэропорту мы садимся на региональный поезд, покупаем билетики по 2,5 евро до станции Трастеверия, где мы пересаживаемся на вторую платформу и двигаемся в сторону Чивитавеккьи. На второй платформе покупаем билетики, которые стоят 4,60 в аппаратах. Купить билетики можно только на первой платформе. И вот подъезжает наш поезд, на котором мы доедем до Чивитавеккьи. Кстати, поезда очень комфортные. Это вам не старые советские поезда. А на поезде весь маршрут занимает от Рима до Чивитавеккьи час езды. Друзья, после того, как вы вышли с ЖД станции, вы выходите на такую вот платформу, где есть остановка автобусная, откуда отправляются все автобусы на разные корабли. То есть, если у вас МСК, либо у вас другой какой-то корабль, вы спрашиваете у водителя автобуса, они везут прям до корабля. Друзья, при входе в автобус вы купите билетик за 3 евро на человека. Он привозит вас прямо к вашему кораблю, к воротам регистрации. То есть вот такой вот вход у нас, где вы оставляете свой чемодан, сдаете и получаете его уже в каюте. Тут у нас проходит регистрация багажа, собственно, самого билета. Мы зарегистрировали наш багаж. Нам дали вот такой талончик с номером 3. И мы двигаемся в следующие ворота для регистрации. Так называемый чек-ин. Нам выдали вот такие карточки с нашими именами. Нас сфотографировали и выдали краткое описание. Во сколько что открыто и когда можно покушать. Ну и в общем мы поднимаемся на борт. Заваривайте чаечек и побежали. Будет интересно, оставайтесь с нами. Здесь походу для багажа. Да, здесь проходит багаж. Кстати, ребята, у нас дрона еще не забрали, на удивление. Надеюсь, что дальше так же будет. Пока в ручной кладе в рюкзаке. Через телевизор прогнали, но ничего не сказали. Идем дальше к следующему входу, посмотрим, что там будет. Buongiorno, buongiorno, фото на память. Buongiorno, benvenuti. Facciamo una foto, vieni qua, dai di qua. Вину qua. Веселый парень нам сейчас сделает фото на память. Друзья, мы зашли в лифт, наш этаж 9. И вот так оно все происходит. Быстрый чек-ин, я вам скажу, быстрее, чем в аэропорту. Посмотрите на эту картинку с лифта. Это просто красотища. Кораблик не очень старый. Ну, давайте все по очереди покажем и расскажем. Пока мы доберемся до нашей комнаты. Ой, налево или направо? Надо кинуть жребий. Шучу. Здесь нам показывают, какие комнаты. Нам в ту сторону. Я иду искать номер. 9133. Ребята, здесь такие длиннющие коридоры. Так, 9133. Это наша комната, походу. Та-дам! Ребята, мы дома. Вот такая комната. Давайте сразу же посмотрим, что мы тут имеем. Обязательно телефон для связи с Пентагоном. Если вдруг надо запустить ракету с корабля, это будет устроено. У нас даже шкафчики тут есть. Менюшка небольшая по мини-бару с ценами. Кстати, цены такие нормальные. Телевизор есть, хотя он нам не нужен. Шкафчик какой-то. Вот он, мини-барчик.
О, ну тут нормальное пополнение, и водичка, и пиво, все есть. Лед, кстати. Давайте посмотрим, что у нас с душевой кабиной. Вау, я ожидал худшего. Очень даже неплохо. Вот такая ванная с душевой. Вот так все вместе. Ну, полотенечки присутствуют. И для ног, и для рук. Все очень удобно. Кондиционер есть. Если вам холодно или жарко, можете себе отрегулировать. Кстати, по технике безопасности все на входной двери. Можете ознакомиться. Да, и как во всех отелях, без карточки свет не работает. Ребята, обязательно на корабле присутствуют спасательные жилеты. Без них никак. И обязательно сейф. Да, он пустой, но вы можете свои деньги оставить здесь. Чужих никто вам не оставит. Ну, в общем-то, все удобно. Я вам скажу, все удобно довольно-таки. В номерах не курят, везде стоят датчики дыма. И на балконе тоже неизвестно, можно ли курить, это нужно узнать. Друзья, посмотрите на эти подушечки. Они подобрали здесь по разной жесткости, подушечки даже. Есть помягче, есть пожестче, кому как нравится. Это удобно, я вам скажу. Очень прикольно. Ребята, и никто не спросил дрона. Что, на удивление, для нас это было просто фантастика. Я думал, что все-таки заберут. Потому что на других лайнерах, на Коста, забирают. И отдают уже, когда вы ходите. Нам повезло. Ну и проверим матрас. Нормально? Да, отлично. Жесткий, как должно быть, потому что на мягких спать болит позвоночник. Да, Ну и давайте же скорее посмотрим, что мы увидим с окошка. Ребята, красота. Да, спасательных шлюпок здесь много, хватит на всех, так что можете не переживать. Также вы можете побегать по этой палубе, она по кругу всего корабля. Можете сделать утром зарядку, пробежку. Замечательно. Палуба, на которой все спасательные шлюпки. Они пронумерованы, в каждую шлюпку помещается по 50 человек. Ой, извините, не по 50 человек, по 150 человек. Видите? И с этой палубы видна наша каюта с балконом. Вот это получается. Друзья, мы выбрали каюта Белла с балконом. Это означает то, что мы не можем себе при бронировании тура выбрать каюту и палубу. Каюта выбирается рандомно. Палубы, которые находятся выше 8 и 9, каюты с балконами и без балконов, называется каюта фэнтези. Она уже дороже по цене. Ребятушки, здесь улучшенный номер с диванчиком. Мастер тут убирает. Также душ-туалетик. Вот такая комната, более просторная, с балконом. В каждом этаже вы увидите вот такое панно, где расписано, на какой палубе что находится, где находится ваш ресторан. В общем, заблудиться тяжело. Хотя корабль большой, наверное, как огромное 10-этажное здание. Друзья, мы едем на 7-й этаж. Посмотреть, где находится наш ресторан. Смотрите на эти люстры. Ребята, куча экспресс-буфетов, кофейни. Все откроется попозже, потому что только народ начинает подтягиваться и заселяться в свои каюты. А мы двигаемся дальше. У нас тут диско-бар. Вечером тусовочка. Живая музыка. Обязательно. Галерея ди арте. Короче, арт-галерея. Вау! По-моему, тут казино. Вот так вот люди приходят вечером и развлекаются. Друзья, и, конечно же, тут присутствует театр. Мы обязательно зайдем на это шоу, расписание есть.
Посмотрите, как здесь все выглядит прикольно. Ирка попала в зеркальное пространство. Конечно же, бассейн. Обязательно люди купаются уже, отдыхают. И заметьте, бассейн закрывается от непогоды. Переходим во второй бассейн. Отлично. Вообще тут аквапарк. Друзья, лежаков хватает. И на второй палубе верхней, и на нижней есть лежаки. Но старайтесь занимать их заблаговременно. То есть не просто полотенце оставляйте, а обязательно какую-то свою вещь. Чтобы было понятно, что это ваше, иначе полотенце просто забирают. Друзья, карту, которую дали при входе, при регистрации на корабль, как кредитка работает. То есть на нее вы ставите деньги. К этой карточке привязываешь свою банковскую карточку. Как это сделать, сейчас мы будем разбираться. Так, выбираем русский язык. Да, тут все очень просто и понятно. Проводим картой, стрелка вниз. Пожалуйста. Она тебя распознала. Ставьте свою кредитную карточку. Друзья, в общем, вы можете скинуть любую сумму на эту карточку. И таким образом вы будете рассчитываться где-нибудь в барах, ресторанах за алкоголь, если он у вас не входит в ваш круиз. Либо вы не купили отдельно пакет алкоголя и так далее. Все напитки вы можете рассчитываться отдельно. К этой карте вы можете привязать второго пассажира, детей, либо еще одну каюту. Мы пополнили на 100 евро и сразу же проверили. На карте есть 100 евро. Приложили карту, проверили, убедились, вышли и пошли дальше. Можем внести еще, если вам недостаточно. Можно внести любую сумму. Ну а мы идем пока перекусим. Нам сейчас организуют столик. О, спасибо. Друзья, на каждом столе присутствует такая табличка с QR-кодом. И открываете меню в телефоне и уже листаете. Естественно, еда включена в ваш тур будет. У нас напитки не включены, поэтому они будут за отдельную плату. Вы из этого меню уже выбираете и делаете заказ. И, соответственно, приносят вот так вот каждому столику. Мы заказали по этому меню вот такой вот морской суп. Он с мидиями, там, картошечка, там что-то еще, там, суп-пюре. И вот такие салатики тоже морские. Ребята, а меню только на английском, французском, немецком. Русского нет, короче. Ну как, Ирка, тебе вкусно? Вкусно. Это называется аперитив салата. Первый раз кушаю салат с креветками, с дыней, огурцами и с орешками, политый йогуртом. Ну и так как сегодня у нас праздничный день, можно так сказать, первый день на корабле, мы решили отпраздновать это бокалом вина. Побаловать. Бокал вина стоит 6 евро. Хорошего нам отдыха! Друзья, в коридорах вы найдете такие панно, в которых указана дневная программа. То есть в течение дня указано расписание всех программ, шоу, представлений, концертов. Вы можете на любом этаже просмотреть, не пропустить какое-то интересное мероприятие. А мы пойдем на шоу в 19:45. Вот так привозят чемоданчики ваши, ставят под дверью, вы их забираете. Такие длиннющие коридоры. Мы идем опять искать свою комнату. Ее найти — это целый квест. Принесли наш чемоданчик. Заходим. Ну, мы будем кормить сейчас чаек. Вот корабль «Викинг» готовится отчаливать, а сухогруз стоит на рейде. Мы
выдвинулись из Рима в сторону Генуи. Конечно же, мы хотим на корму выйти, чтобы посмотреть на этот красивый вид. Ирка, ну как, расскажи, ты почувствовала хоть, что мы тронулись? Да. Совсем чуть-чуть. Мы только почувствовали небольшую вибрацию. В кабине начали стаканчики дребезжать. Чуть-чуть совсем. Но такое плавное движение, что даже не скажешь, что мы тронулись. Порт большой. Посмотрите, ребята, сколько новеньких машин стоят на парковке и ждут своих владельцев. И много лайнеров стоят разных. С левой стороны, с правой стороны. Викинг, Коста, Терения. Вообще такой разукрашенный кораблик. Интересный. Друзья, ресторанчик Бора-Бора. Он по типу шведского стола. Тут тоже так же подходишь, набираешь себе, как в гостинице, салатики, мясо и так далее. То есть один из ресторанов, который нам был прописан по нашему согласному уплоченному билету, он был такой, так сказать, ну, не совсем. То есть заказываешь по меню, и там относительно скудное меню, скажем. Ну, а вот другой ресторан Бора-Бора, то есть тут уже полноценный шведский стол, где нормально можно выбрать себе то, что ты хочешь и сколько хочешь, без ограничений. Нашел себе человеческую еду. Да. Нужно попробовать во всех ресторанах, чтобы сравнить. Да. Попробовать нужно в каждом ресторане, все сравнить и сделать выводы, где вкуснее. Мы сейчас находимся на 14 этаже. Тут какое-то определенное место, что очень сильно трясется палуба. Вот я вам покажу прикол. Смотрите. Просто цветочки стоят. Ага. Нагнала вам жутики. Ну, это ощущается только на 14-15 палубе. На 6-й, на 7-й мы были, там так не трясет. Вот так. Вот тот самый буфет, ресторан. 14-я палуба, где вот трясло. Только в этом месте. А в основном на всем корабле спокойно. Друзья, мы вышли на заднюю палубу сделать небольшой перекур. Ну, ночью, конечно, море не видно, ничего не видно вообще. Вокруг темнота, мы только отплыли от берега, это где-то вот там далеко аж. И идем на полном ходу. Сейчас посмотрим, какая скорость пишет в каюте. 39 км в час наша скорость. Тут все направление, куда мы двигаемся и так далее. Информация в номере. Успели после ужина зайти в номер, как увидели, что у нас уже убрали. Застелили диванчик, пропылесосили быстренько и оставили программу на остановочку в следующем городе. Ну, приятно, я вам скажу. Ну, если вы не хотите, чтобы к вам в номер кто-то заходил, вот это вставляйте. А если вы хотите, чтобы вам убрали, тогда зеленой стороной. Ну, как в отеле, короче. Так, а мы двигаемся дальше. Ну вот, и настало время театра. Идем за мной. Ну что, будем ожидать представления. Signori e signori, buonasera! Buonasera, volevo anche salutare come ogni sera i nostri ospiti di Lingua Italiana imbarcate oggi. Ci siete? Fatemi un applauso! E benvenuti! Benvenuti.
Друзья, у нас следующий день, следующее утро и остановочка наша в Генуе. Ночью у нас был переход до Генуи, спали великолепно, вообще не качало, кроме как на некоторых палубах там немножко вибрация была, а в каюте все отлично вообще. Только утром мы почувствовали, как мы пришвартовались, и посмотрите, здесь рядышком и еще один такой же МСК Seaside припарковался, огромный красавчик. В общем-то, мы идем завтракать и потом по вот этой трубе прямо в город. Сделаем экскурсию по городу и посмотрим, что там можно посмотреть. Друзья, мы пришли посмотреть, что нас ждет на завтрак. У нас тут шведский столик с какими-то вкусняшками. Ну, по стандартам. Омлет, яичница, колбаски. Ну, есть вкусняшки. Вареные яички, тосты. Ирка, ты присмотрела, что себе скушать на завтрак? Да. Отлично. Давай Вкусняшки. набирать и идем за стол. Друзья, порт Марсель. Мы пришвартовались, будем выходить в город. Смотрите, как происходит швартовка. Выстреливают маленький фал, за него цепляют большой, и потом машиной на буксир тянут и завязывают. Ребята, развеем миф по поводу нельзя с собой проносить водку, сок, еду с берега. Все пронесли прямо в пакете, прямо с магазина. Вот как купили, так и пронесли. Никто ничего не сказал нам. Здесь у нас, правда, мы перелили изначально водку в бутылку из-под воды, но никто не смотрел вообще в содержимое. И сок, и остальное все, там, то, что понакупали, то есть никто ничего не сказал вообще. На МСК с этим проблем нету. Скорее всего, возможно, что на круизах других компаний, может быть, с этим проблема какая-то есть. По крайней мере, на МСК нет проблем с этим. Таких, как рассказывают в Ютубе, там, что все выкидывают, все забирают, ничего не отдают. Друзья, давайте сделаем инфотур по кораблю. Я вам покажу, что здесь есть на корабле, чем можно пользоваться бесплатно, чем можно пользоваться за денежки. Ну и какие привилегии. Идемте посмотрим, я вам все расскажу, покажу. Друзья, начнем с ресторана «Шведский стол», который полностью открыт для всех гостей. Он абсолютно бесплатный. Кстати, противоположная сторона у нас для вегетарианцев даже есть. Водичка в ресторане за отдельную плату. Естественно, и пиво, и спиртное. Аквапарк, который у нас находится под открытым небом. Тут же бар, где вы можете приобрести за отдельную плату, если они не включены в ваш круиз, алкогольные напитки, коктейли и мороженое. Присутствует в районе где-то 6 или 8 джакузи с теплой водой, бассейн с пресной холодной водой и джакузи по периметру наверху и внизу. Дальше, друзья, теннис маленький настольный, крытый бассейн с соленой водой. Также джакузи с пресной водой, горячей. Друзья, детский клуб находится на верхней палубе. Для детей развлечения аэрохоккей, футбол настольный, компьютерные игры, PlayStation, детская зона типа дискотеки. Также можно попытать счастье вытащить одну из игрушек.
Также водные горки для детишек, которые спускаются прямо вниз со второго этажа на первый. Детки купаются, лазят по горкам. И на самой верхней палубе у нас 15 этаж есть приватный бассейн, он платный. Также вот такие вот шатерчики и вот такие шезлонги. Джакузи. Цены у нас обозначены при входе. Ребята, МСК Арена. Тут у нас большой теннис и мини-футбол. Сетка специально натянута, мяч никуда не улетит. Также в хвосте у нас еще одна аквазона, еще один бассейн с двумя джакузи. Бассейн с пресной водой, 22 градуса. И две джакузи по краям. Рядом бар. И ресторан, где можно покушать за денежки. Сейчас я вам его покажу. Друзья, если вы приобрели комнату и весь круиз без алкогольного пакета, вы можете отдельно его докупить на корабле. Он в разных опциях идет. Вам объяснят уже все полностью при заселении. Дальше спа-зона. Тут же сауны, тут же бассейны, душевые и массажи. Вы можете выбрать себе любой аромат, любые масла, и вам сделают массаж. Друзья, цены на массаж поставьте на паузу, посмотрите. Также тут на все остальные вот все услуги вы найдете, в принципе, на корабле их. Вот. Так что, кому интересно, заходите. Также у нас присутствует спортзал, ребята. Чтобы не потерять форму, вы можете зайти, позаниматься спортом. С прекрасным видом на нос корабля, откуда видно весь курс впереди корабля. И обязательно салон красоты. Вас причешут, нарядят, вы будете выглядеть идеально. Друзья, боулинг также присутствует. Аэрохоккей для взрослых. Это так называемый спортбар. На каждой палубе куча баров и заведений, где можно посидеть, отдохнуть. Также присутствуют магазинчики с одеждой на одной стороне и на второй стороне. Тоже шоп. Проходит подготовка, людей информируют. Если вдруг чрезвычайная ситуация, спасательные жилеты, как ими пользоваться. Hello. Ребята, тут фотогалерея. Вы можете пофотографироваться с местным фотографом, и он вам потом ваши фотографии тут продаст. Бонжур. Друзья, также ресторан Вилла Верди, куда вас распределят согласно купленным вашим билетам. Тут как бы получается половина корабля в одной части кушают, в одном ресторане, другая половина в другом ресторане. Вы сканируете меню и выбираете себе блюдо, которое вы хотите. Это бесплатный ресторан, вам дают столик, который за вами закреплен, и вы можете здесь обедать и ужинать. То есть спиртное отдельно платно, естественно. Ну, а если вам хочется шведский стол, вам нужно подняться наверх. Мы отходим. Марсель мы повидали, двигаемся дальше. У нас сегодня день в море. И я вам скажу, что все проходит очень великолепно.
несмотря на то, что там недалеко дождик. Шторм не наблюдается. Мифы по поводу качки, укачивания. Чего не качает, не укачивает. Мы просто едем, плывем, идем, как это правильно сказать. Просто как большой 9-этажный, нет, 15-этажный дом. Вот как дома на диване. Так что вы можете не переживать, отправляться смело в круиз. Ну а у нас только что было приключение, к нам залетела маленькая птица, типа чайки, но она какого-то серого цвета, упала прямо на балконе, вот сюда вот, и залезла дальше, к соседям. К сожалению, не успели ее снять для вас, но было интересно. А когда уже близко к берегу, когда много чаек, мы кидаем им на эту спасательную шлюпку хлеб, или там булочки разные, и они тут дерутся, у них начинается баттл. В общем, такое развлечение. Ну, тем ходом на всем корабле, на нескольких этажах, тут идут развлечения за развлечениями, целая программа. Вот как выглядит дневная программа. То есть тут все расписано полностью. Что, где, когда, на какой палубе и так далее. И эту программу каждый день вам под дверь засовывают, чтобы вы знали, в какое время, где будет какое-то представление или какой-нибудь шопинг, скидки. В общем, не соскучитесь, прикольненько. Мы пришли вот после завтрака немножко так полежать, скажем, отдохнуть, утрястись. Потому что я с утра ходил в спортзал, немножко позанимался, тоже надо. А то забыл, если честно, что такое спортзал. И вот сегодня я вспомнил. И надо все-таки продолжать заниматься. Здоровье – это самое главное. Друзья, сегодня вечер с капитаном. Все нарядились, ожидают, когда выйдет капитан и скажет речь. Все фотографируются, все нарядные в костюмах. Просто супер вечеринка. Ну, атмосферненько так, я вам скажу. Вечер с капитаном, напитки бесплатно, что радует. Слабоалкогольные напитки. Да, напиться не получится, но атмосфера... Деньги сэкономите. Деньги сэкономите, и атмосфера прикольная, да. Прекрасно играет на рояле пианист. Роялист. Нет, пианист. Прекрасно на рояле играет парень, вообще просто восторг. Народу очень много собралось на 3 этажах. Все нарядились, все в костюмах, Вечерних нарядах. вечерних платьях, такие все нарядные. Даже некоторые ребята Даже в смокингах, вообще в просто. костюмах. Только мы как два бомжа. Ну ладно, шучу. Ирка нарядилась тоже. Я скромно. Все собрались в зале театра и ожидают капитана. Masters of the Sea! Thank you! Danke! Gracias! Merci! Grazie! Ladies and gentlemen, tonight I got the great honor and a great pleasure to introduce to you our master, accompanied by the senior officers and the head of department of the MSC Splendida. And now, ladies and gentlemen, jetzt meine Damen und Herren, et adesso signori e signori, mesdames et messieurs, per voi, pour vous, for you, le commandant, unser master et capitaine, il comandante della MSC Splendida, Pietro Sacinera! Per voi, for vous, for you! Ladies and gentlemen, good evening.
on behalf of the owner, my entire crew, and of course from myself, a very warm welcome on board the MSC Splendida. Ребята, кто знает, что это за праздник? Итальянцы все подпевают эту песню. И тут выносят блюдо, десерт. Что за праздник? Расскажите. Кто знает, к чему бы это вообще эти танцы? Непонятно. Друзья, наш круиз подошел к концу. Добирались мы с Чивитавеккьи на региональном поезде. Поездка заняла 2 часа. Если у вас очень мало времени до вылета, учитывайте, что эти 2 часа – это минимум, чтобы вам добраться до аэропорта. Плюс еще найти ваш терминал, дойти до него пешком и так далее. Наш поезд задержался на пересадке на 20 минут. Итоги круиза, ребята, что по круизной карте, которую вам выдают на корабле, все долги списываются в конце, если у вас там за водичку, за пиво, неважно за что. То есть вы можете брать и в минус по карте. И в конце вы рассчитываетесь уже либо наличными, либо картой. Вам приносят в номер счет, большую квитанцию, и там написано все ваши расходы в течение вашего круиза. Персонал вежливый вам поможет, подскажет. Да, но по-русски на этом судне говорил только один человек, мы ее нашли. Остальные в основном английский. Итальянский, французский, испанский, немецкий, кроме русского. Да. В принципе, выбирайте свой маршрут, кому что интересно посмотреть в тех городах, где остановочка по круизу. Нам понравилось. Правда, насчет качки. Да, действительно, я немножко ошибся. В последний день, у нас был такой легкий шторм и слегка нас качало, совсем слегка. Последний день мы провели вообще в море. Да, поэтому в этот день нас, чуть-чуть, скажем, как ребенка в люльке так качало. Не страшно, не смертельно. Но это чувствовалось в основном на носу. В общем, вы не забывайте подписываться, смотрите наши видео. Мы двигаемся в следующую страну. Полетели! Пока-пока!